Я продолжаю строить дом своей мечты. В связи с кризисом у меня очень мало денег, но много свободного времени, поэтому все стараюсь делать своими руками. Иногда по выходным мне помогают брат с другом. Зиму буронабивные сваи прекрасно пережили. Никакого шевеления, выпирания или растрескивания выявлено не было. Надо было срочно делать опалубку под монолитный ростверк, так как эта работа не быстрая, учитывая, что кроме боковых стенок нужно обустраивать и пол. Классический ростверк не должен касаться грунта. В некоторых случаях пространство под ростверком засыпают и утрамбовывают песком. При моем уклоне мне показалось, что проще сделать пол. Всю зиму понемногу возил с соседней лесопилки доски, брал дюймовку 4-го сорта, так что материал к весне был на стройке. Параллельно с опалубкой необходимо было долить оголовки тех свай, которые в силу уклона участка не входили в тело будущего ростверка. Когда мы заливали столбы, не все они были залиты до нужной высоты. В некоторых местах лента ростверка от уровня земли будет находиться в районе 1 метра. И вот этот метр нам надо дозалить. Я делаю бетон с такими составляющими. 1 ведро цемента, 2 песка и 3 щебня, что соответствует приблизительно, разумеется, марки бетона М300, но, разумеется, ручным способом такой марки не добиться. Все это очень относительно. Экономлю деньги на тренажерном зале. В это время у Максима на стройке рабочие обрабатывали антисептиком деревянные балки, несущие основу будущего пола, и раскладывали их на ростверке. Деревянные перекрытия в каменном доме – это, конечно, вынужденный компромисс. В нашем проекте это сделано для облегчения конструкции. Максим не стал ничего менять. Я добавил 24 дополнительные сваи, по проекту их было 136, чтобы вместо деревянного перекрытия сделать монолитное ребристое. Оно самое легкое после дерева. Опалубка ростверка заняла 2 летних месяца. Некоторую сложность вызвало выпиливание пола вокруг оголовков свай. Все щели позже запенил и изнутри обтянул опалубку полиэтиленом. В августе начали гнуть хомуты и вязать арматурные каркасы. 8 прутов 12-й арматуры соединены хомутами из 8 через каждые 40 сантиметров. Все углы и пересечения ростверка усилили Г-образными заготовками. Пока все это готовили, наступила осень. На ростверк заказал 40 кубометров бетона М400. 17 октября в 9 утра бетононасос уже расположился на участке, а в 9:15 пришел первый миксер. И началось. Не все прошло гладко. В одном месте опалубку слегка выдавило, не критично. В другом вырвало доску пола, пришлось оперативно устранять течь. Вчетвером принять и провибрировать такой объем тяжело, нужно больше помощников. Взятый в аренду вибратор постоянно бил током, надо иметь запасной. Бетон М400 очень быстро твердеет, не везде успели загладить поверхность ростверка.
Но в целом все прошло неплохо. Иногда хочется, чтобы некоторые моменты в жизни протекали так же стремительно, как в таймлапсе. В следующем сюжете я буду делать опалубку под монолитное ребристое перекрытие.